Всем привет! Меня зовут Дима, и сегодня я расскажу, как настроить выгрузку лидов из рекламного аккаунта Facebook в виде новых событий в Google Календарь. Это нужно, чтобы в автоматическом режиме передавать новые лиды из Facebook в другие системы. Например, в Google Календаре добавлять новые события, удобно хранить, обрабатывать и всячески взаимодействовать с ними в дальнейшем. А теперь давайте перейдем к настройке. Для начала необходимо создать новую связь. Далее необходимо выбрать систему источника данных Facebook. Далее необходимо указать действие. Если вы хотите получать данные по новым лидам, выбираем действие «Загрузить лиды». На этом этапе вам необходимо подключить ваш аккаунт Facebook к сервису Apex Drive. Для этого указываем логин и пароль личного кабинета Facebook. Далее переходим к дополнительным настройкам для того, чтобы настроить доступ к конкретным рекламным страницам. На этом этапе вы увидите список ваших рекламных страниц, к которым у вас есть доступ. Я рекомендую выдавать доступ сразу ко всем рекламным страницам, для того, чтобы иметь возможность с ними в дальнейшем работать. Если у вас появится новая рекламная страница, вам необходимо будет выполнить переподключение вашего аккаунта Facebook к системе Apex Drive, для того, чтобы эта рекламная страница дальше появилась в выпадающем списке. На этом этапе вам необходимо оставить включенными все галочки доступа. Когда подключенный логин отобразился в списке «Активные аккаунты», выбираем его и кликаем «Продолжить». На этом этапе вам необходимо выбрать рекламную страницу, по которой вы будете выгружать данные о новых лидах. Если вы хотите получать данные сразу по всем рекламным формам, которые настроены на этой рекламной странице, оставляем «Да, подключать» все текущие и новые формы. Если вы хотите выбрать какую-то конкретную форму, выбираем «Нет, настроить формы индивидуально». Далее необходимо отметить галочкой форму, по которой вы хотите получать новые лиды. На этом этапе вы можете настроить фильтр данных. В данном случае в этом необходимости нет, поэтому просто кликаем «Продолжить». Теперь вы видите данные по одному из ваших лидов. Если на этом этапе реального лида нет, попробуйте проверить, запущена ли реклама по вашей рекламной странице. А также есть ли у вас админ доступ, например, на выгрузку лидов из рекламного кабинета вручную. Для того, чтобы на этом этапе появился реальный лид, его необходимо дождаться или сгенерировать тестовый лид вручную через рекламный кабинет. После того, как вы это сделаете, кликните «Загрузить тестовые данные из Facebook». Когда ваш лид появится на этом этапе, кликаем «Далее». На этом настройка источника данных Facebook успешно завершена. Теперь необходимо перейти к настройке приема данных. В качестве системы приема данных выбираем Google Календарь. Далее необходимо указать действие «Создать событие». На этом этапе вам необходимо подключить ваш Google Календарь к сервису Apex Drive. В этом окне вам необходимо указать логин и пароль личного кабинета Google. На этом этапе предоставляем доступ Apex Drive на работу с вашим аккаунтом Google. Когда подключенный логин отобразился в списке «Активные аккаунты», выбираем его и кликаем «Продолжить». На этом этапе вам необходимо выбрать Google Календарь, в котором вы хотите создавать новые события на основании новых лидов из Facebook. Далее необходимо заполнить поля для создания события переменными из Facebook. Для того, чтобы добавить переменную в поле, кликните в него и выберите переменную из выпадающего списка. Обратите внимание, вы можете использовать не только переменные из выпадающего списка, но и прописывать значения вручную. Для того, чтобы перейти на следующую строку, используйте Enter.
Когда все необходимые поля заполнены, опускаемся вниз страницы и кликаем «Продолжить». На этом этапе вы видите пример данных, которые будут отправляться в Google календарь в виде новых событий при каждом новом лиде из Facebook. Если вас что-то не устраивает, кликните «Редактировать» и вернитесь на шаг назад. Для того, чтобы проверить корректность настройки, кликните «Отправить тестовые данные в Google календарь». После успешной отправки переходим в Google календарь и проверяем результат. Если вас все устраивает, возвращаемся в сервис Apex Drive и продолжаем настройку. На этом настройка приема данных в Google календарь успешно завершена. Теперь необходимо включить автообновление и выбрать интервал срабатывания связи, например, 1 раз в 5 минут. На этом все. Желаю вам успешных настроек интеграций и удачи!